Здравствуйте, дорогие зрители и уважаемые подписчики! Сегодня я расскажу вам о полезных приблудах вот для такого транзистор-тестера, который реально облегчит жизнь электронщику. Приобрел я его на AliExpress. Ссылка есть внизу под видео. Прибор меня полностью устраивает своими техническими характеристиками. На нем очень легко и быстро можно протестировать многие выводные и радиодетали. При наличии достаточной ловкости на нем можно тестировать и SMD радиодетали. Для этого на плате имеются специальные ламели. Без корпуса прибор имеет незаконченный вид и всегда есть вероятность его испортить, поэтому многие радиолюбители заказывают для него корпус на AliExpress. Получая более-менее законченные изделия, теряется удобство тестирования SMD радиодеталей. Согласитесь, крайне неудобно засовывать пинцетом малюсенькую детальку в отверстие корпуса, позиционировать ее на ламели, а затем вытряхивать из корпуса. Именно эти неудобства и натолкнули меня на мысль о создании полезной приблуды. Обычно печатные платы рисую в Sprint Layout, а в этот раз решил попробовать CorelDRAW. Как один из вариантов, этот способ имеет право на жизнь. Распечатываю чертеж на термотрансферной бумаге с AliExpress. Решил сделать сразу несколько плат для разных проектов. Отрезаю кусочек стеклотекстолита, зашкуриваю, обезжириваю. Отрезаю распечатку по линиям, кладу на распечатку стеклотекстолит медью вниз и загибаю бумагу наверх. Закрепляю загнутые концы отрезками скотча. Кладу плату между слоями бумаги и проглаживаю пару минут утюгом на максимальной температуре. После остывания прорезаю термотрансферную бумагу по периметру строительным ножом и аккуратно снимаю ее со стеклотекстолита. Рисунок печатных дорожек перенесен на плату. Некоторые огрехи можно легко подправить маркером. Травить буду в безопасном растворе. 100 грамм 3% перекиси водорода из аптеки, 30 грамм лимонной кислоты из продуктового магазина и 5 грамм соли из солонки. Процесс травления занимает минут 15-20. Изготавливаю плату сразу и для других проектов, которые вы найдете на моем канале. После травления промываю плату в проточной воде и обезжириваю. Для лужения платы ставлю сковороду на огонь, наливаю немного воды, добавляю щепотку лимонной кислоты и кладу несколько гранул сплава Вуда. Резиновым шпателем размазываю сплав по дорожкам печатной платы. Вот так выглядит плата после лужения. Просверливаю все отверстия. За кадром я отрежу платы, которые не касаются данного проекта. Про них расскажу в других видео. Ножом снимаю лак с медной проволоки диаметром 0,81 мм от старого трансформатора. Отрезаю 3 кусочка, вставляю в отверстие печатной платы и аккуратно припаиваю их. После пайки промываю плату спиртом. Кусочком медной проволоки измеряю глубину отверстия панели прибора и по ней отрезаю впаянные штыри. Приблуда готова. Вставляю ее в панельку прибора, зажимаю лапкой и тестирую. В качестве подопытного SMD-резистор. Тестирую каждую ламельку, перемещая резистор на новые места. Все работает отлично. Теперь проверять SMD радиодетали стало проще, даже если транзистор-тестер в пластиковом корпусе. Нет необходимости засовывать деталь пинцетом внутрь корпуса, а затем вытряхивать ее. Есть у меня еще одна приблуда для этого прибора. Видео процесса изготовления не снимал, да тут и без видео все понятно. Вот такой разъем можно найти в старой советской электронике или приобрести в любом радиомагазине. Отрезал от него 3 контакта. Припаял провода МГТФ. Сплел косичку для уменьшения помех. Конец косички укрепил термоусадкой, чтобы не расплеталось. К концам проводов припаял маленькие крокодильчики. На разъеме подписал номера контактов. Около крокодильчиков номера обозначены термоусадкой. Кроме того, первый крокодильчик красный. Эта приблуда облегчает проверку крупных радиодеталей, которые невозможно вставить в панельку прибора. Делается это так. Вставляю разъем в панельку в соответствии с номерами контактов. Прицепляю крокодила к измеряемому элементу.
Запускаю процесс измерения и на экране прибора получаю искомые данные. Надеюсь, что мое видео было для вас полезным. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. До новых встреч на моем канале.